Всем привет! Сейчас потихоньку осваиваю тиснение на коже, и молоток очень важный в этом деле инструмент. Пока еще не договорился ни с кем о более качественном каком-то продуманном варианте, поэтому сейчас работаю вот такими различными самоделками. Это более как бы облегченный вариант, сделал просто с деревяшки, да. Это мне когда-то сделали такую заготовку. Он у меня сейчас самый тяжелый. Вот. Не было ручки. С деревом я не работаю, потому что нету подходящего инструмента. А вот как бы после работы там над ремнями остаются у меня такие кусочки, которые особо никуда не пустишь. Или бывают там разные кусочки кожи с дефектами. Вот. И я попробовал сделать наборную ручку из кожи. Получился такой, ну, в принципе, приемлемый результат. Поэтому сегодня покажу, как сделать такую ручку без специальных каких-то там станков, без специальных приспособ. И ручку будем делать на вот такой вот покупной молоточек. Это что-то усредненное по весу у меня получается. Рукоять, возможно, из-за того, что на балконе сейчас большие температуры, она начала лопаться, трескаться. Я хочу ее заменить на кожаную. Понадобится для того, чтобы изготовить сами колечки для набора этой ручки из кожи. В идеале это должна быть высечка нужного диаметра. В моем случае это диаметр 30 мм. Высечки у меня такой нету. Поэтому я рисую кружки вот так вот циркулем диаметром 30 мм. Теперь остается вырезать нам эти кружочки. Чем можно это сделать? Ну, как уже сказал, в идеале это высечка нужного диаметра. Второй вариант это вот такой вот отсекатель полукруглый, тоже нужного диаметра. Или же вырезать можно ножницами. Ножницами это долго, у меня есть этот отсекатель, буду использовать его. В результате получаем вот такую вот ленту с отверстиями и много кружочков из кожи нужного нам диаметра. Понятное дело, что они не идеальны, но это мы потом будем дорабатывать. И в каждом кружочке по центру есть еще отметка. Вот мы ее используем для того, чтобы сделать очертания для вырубки отверстия под установку на нашу шпильку. Диаметр шпильки здесь 10 миллиметров. То есть мы берем, настраиваем наш циркуль вот 5 миллиметров и рисуем кружочек вот, для вырубки отверстия диаметром 10 миллиметров. У всех как бы размеры будут индивидуальны, то есть это конкретно в моем случае. Далее нам нужно эти все колечки собрать в одну цельную конструкцию. Для этого я их как бы набираю на нашу шпильку и склеиваю. И в этот момент мы еще как бы создаем тот узор на ручке. Допустим, если кожа у нас разного цвета, как вот коричневая и черная, то мы, допустим, делаем какой-то слой склеенный коричневых. И дальше там, допустим, делаем вставочку черную. Теперь хорошенько их поджимаем, чтобы они плотно между собой как бы склеились. Кожа сжалась, как бы стала плотнее, да, сама рукоять. И оставим на какое-то время, чтобы это все хорошенько проклеилось. Когда я делал эту ручку, то следующим этапом устанавливал саму шпильку с нашим набором кожаных этих колец в дрель. Здесь
в данном случае я сделаю немножко иначе. Я еще добавлю одну операцию. Есть у меня вот такое вот средство, которое в принципе нигде не применял и особо нигде не тестил. Это как бы пропитывающий грунт для обработки торцов. В общем, эта жидкость, как мне объяснили, она делает кожу тверже. То есть, если мы ее наносим на торец кожи, то он становится более такой твердый, плотный, и как бы его проще шлифовать. А теперь самое интересное, всю нашу конструкцию получившуюся нужно установить в дрель. И максимально крупной наждачкой, в моем случае это 40-ка, попытаться все вот эти вот неровности, в общем, вывести ее ручку как бы в один уровень, да, убрать все выступы и неравномерности. После шлифования получаем следующий результат. Как видите, все ровненько, все в один уровень. Только вот здесь есть незначительные перепады. Но я их не убирал из-за того, что очень много пыли и как бы здоровье важнее. То есть при работе вот с такой операцией нужны вытяжки, у меня их нету, поэтому решил оставить так. Значит, как я добился этого результата? То есть сначала пропитал торец этим средством, дал подсохнуть минут 15, кожа, она как бы затвердевает, вот, потом прошел как бы черновая такая работа, да, снял 40-ой наждачкой, посмотрел, что хорошо снимается, вот, после этого снова пропитал торец вот этим средством, прошелся еще 240-й наждачкой и в итоге немножко полирнул 400-кой. Больше, в принципе, ну, как бы мельче как бы наждачка, мне кажется, не нужна. Следующая операция — это уже полировка как бы наших торцов клеем СМС или КМЦ. Вот. Промазываю всю деталь этим клеем. А полировать буду куском старых джинс. Понятное дело, что с ликером здесь особо как бы ничего не сделаешь. То есть буду полировать тканью. И на завершающем этапе хочу обработать эту рукоять восковой пропиткой, так как она будет довольно часто в руках, поэтому какой-то химии, там, синтетики не хочется. В общем, обработаем более натуральным средством. То же самое, немножко промазываю вот по поверхности. Так, есть у меня уже ткань пропитана воском. Проделаем все то же самое, что и в предыдущих операциях. Ну вот, собственно, сама рукоять, она уже готова. Теперь остается ее установить на наш молоток. Вот, то есть эту всю конструкцию разобрать. И установить на молоток. Можно сравнить, к примеру, вот как выглядит
до там, допустим, набраны эти колечки из кожи, да, и как уже после обработки, после шлифовки и полировки. Вот здесь даже расклеились. Поэтому, наверное, бугорок, как бы перепад есть, потому что в одном месте, даже не в одном, это все расклеилось у меня. Ну а сейчас попробуем набрать и вернуть все в исходное положение. Все-таки из-за плохой проклейки, скорее всего, развалилась ручка. Вот она разделилась в двух местах. Просто в первый раз я использовал кожу без там покрытия. Здесь, возможно, на черной коже было какое-то покрытие определенное. То есть я это все же, естественно, не зачищал, поэтому склейка очень плохая. Если будете пытаться сделать такую ручку, то лучше каждое колечко это еще на наждачке зашлифовать, чтобы они склеивались у вас получше. Вот. Ну, конечно, вот эта гладкость в некоторых местах она пропала, то есть есть, как видите, появились такие перепады из-за того, что вот в этих местах не получилось состыковать мне как бы в изначальном положении, да. Но это все равно намного лучше, чем данная ручка. Ее как бы удобнее и приятнее держать в руках, чем вот эта деревяшка, покрытая лаком, да. То есть это более натурально и на самом деле как-то, ну не знаю, комфортнее держать. Касательно данного средства, может еще где-то его задействую, потом покажу, чуть как бы глубже изучу этот вопрос, где его применять, но скорее всего оно разработано и рассчитано на людей, которые занимаются изготовлением обуви, и этим средством, ну, к примеру, можно там обработать торец, к примеру, каблука, да, где широкие торцы, и эту поверхность нужно сделать более твердой для последующей там обработки, полировки, шлифовки. Вот. То есть не знаю, как на кошельках поведет себя это средство, но вот на больших таких торцах, в принципе, от него польза есть. То есть это проверено. Сейчас покажу предыдущий результат. Как видите, здесь ну, разница вообще очевидна. То есть, что получилось второй раз и что получилось первый раз. Здесь из-за того, что, возможно, я не обрабатывал, допустим, тем средством, некоторые слои, они как бы такие раздавились. То есть вот эти линии склейки, они неровные. Да? То есть они такие волнистые, получается, где-то там больше кожи раздавилось, где-то меньше. То есть нету такой однородности. Вот. Здесь все получилось более симпатично и аккуратно. Если делать третью ручку, я думаю, можно было вообще все вывести в идеал, уже зная, вот, как себя поведет там кожа в дальнейшем. То есть если это все проклеить хорошенько, да, набрать, то все было бы еще более красивше. На этом все. Если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь и спасибо за просмотр.